Вера, смотри, какая красивая деревня. Да, правда, очень красивая деревня. А где наш дом? Где мы будем жить? Подожди, у меня есть адрес. Нам нужно найти старый деревянный дом. Старый деревянный дом. А какой он? Большой, старый деревянный дом с синим забором. С синим забором. Хорошо, пойдем искать большой старый деревянный дом с синим забором. Пойдем, но сначала ты видишь кого-нибудь? Тут вообще никого нет. Никого. Тишина. Только птицы поют. Но это тебе не Москва. Точно, не Москва. Ладно, идем по этой дороге. Смотри, вон там бабушка сидит на лавочке. О, отлично. Давай спросим у бабушки. Давай, только говори вежливо. В деревне нужно говорить вежливо. Это важно. Я знаю, я всегда вежливый. Ну-ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мы ищем большой старый деревянный дом с синим забором. Вы не знаете, где он? Да, мы ищем этот дом. Нам сказали, что он где-то тут, в деревне. Антон, подожди. Бабушка показывает рукой. Видишь? Туда, направо. А, направо? Спасибо, спасибо большое. Антон, она сказала, идите прямо, потом направо. Потом вы увидите большой старый деревянный дом с синим забором. Прямо, потом направо. Понял. Пойдем. Пойдем. А еще она сказала, заходите на чай. Ты слышал? На чай? Это что значит? Это значит, она приглашает нас пить чай. В России так говорят. Заходите на чай. Это традиция. Русские люди очень гостеприимные. А, понял. Гостеприимные? Это значит, что они любят гостей? Да, точно. Русские люди любят гостей. Особенно в деревне. В деревне все очень добрые и гостеприимные. Здорово. Но, может, потом зайдем на чай. А сейчас нам нужно найти наш дом. Да, нам нужно найти наш большой старый деревянный дом. Вера, смотри, вон тот дом. Видишь? Где? Какой? Вон, слева. Большой дом. Деревянный. Нет, Антон, у того дома зеленый забор, а нам нужен дом с синим забором. Не зеленым, а синим. А, точно. С синим забором. Не с зеленым забором. Извини, перепутал. Ничего, идем дальше. Смотри, вон еще один дом. Справа. Тоже большой. Тоже деревянный. Да, вижу. И забор? Какого цвета забор? Синий. Забор синий. Точно. Это большой старый деревянный дом с синим забором. Мы нашли его. Ура! Наконец-то! Мы нашли наш дом. Ой, Антон, какой он красивый. Смотри, на окнах резные наличники. Резные наличники? А что это? Это такие деревянные украшения на окнах.
В русских деревнях на старых домах всегда есть резные наличники. Это традиция. Красиво. Мне нравятся эти резные наличники. Они голубые? Да, голубые. Голубые резные наличники на большом старом деревянном доме. Красота. Красота — это по-русски значит очень красиво, да? Да, именно так. Русские часто говорят «красота», когда что-то очень нравится. Красота. Мне нравится это слово. Ну что, заходим в дом? Заходим. Ой, смотри, дверь открыта. В деревне двери часто не закрывают. Серьезно? Не закрывают двери? Да, в маленьких деревнях люди часто не закрывают двери. Все друг друга знают. Интересно. Ну ладно, заходим. Ого, внутри тепло. Смотри, печка. Печка? Настоящая русская печка? Да, настоящая русская печка. Большая, белая. Знаешь, в старых русских домах всегда была печка. Без печки никуда. Без печки никуда? Это как? Это выражение. Это значит, печка очень нужна. Без нее нельзя. Без печки в деревне зимой очень холодно. Понял. Без печки никуда. Хорошее выражение. А сейчас лето. Нам печка нужна? Сейчас лето, но вечером бывает прохладно, так что печка нам пригодится. Пригодится? Это значит будет нужна. Да, пригодится, значит будет полезно, будет нужна. Вера, я хочу есть. В доме есть еда? Подожди, посмотрю. О, смотри, на столе стоит записка, и рядом корзина. Записка? Что в записке? Тут написано «Добро пожаловать». В корзине свежий хлеб, молоко и мед. Угощайтесь, ваши соседи. Ого! Соседи оставили нам еду? Вот это да! Да, я же говорю, русские люди очень гостеприимные, особенно в деревне. Соседи всегда помогают. Это так приятно. Свежий хлеб, молоко и мед. Давай попробуем. Давай, только сначала руки помой. Хорошо, хорошо, вторая мама. Что? Я не вторая мама. Я просто забочусь о тебе. Ладно, ладно, шучу. Где тут вода? Вон там, в углу. Видишь умывальник? Умывальник. Это что? Это такая маленькая штука для мытья рук. В деревенских домах часто бывает умывальник. Нажимаешь снизу, и вода течет. Забавно. Ну ладно, пошел мыть руки. Вера, этот хлеб невероятно вкусный. Это не магазинный хлеб, да? Нет, это домашний хлеб. Его, наверное, испекли соседи. В деревне многие пекут хлеб сами.
Домашний хлеб, самый вкусный хлеб. А молоко – это тоже не из магазина. Конечно, нет. Это деревенское молоко. От коровы. Настоящее. От коровы? Прямо от коровы? Ну да, в деревне у людей есть коровы. Коровы дают молоко. Свежее, натуральное. Обалдеть! Мне очень нравится это деревенское молоко. Оно совсем другое. Обалдеть! Смотри-ка, ты уже выучил разговорное слово. А что? Я учусь быстро. Ну-ну, давай попробуем мед. Давай. Вера, этот мед – это что-то невероятное. Вкусно, да? Мед в русской деревне – это особенная вещь. У многих людей есть пчелы. Они делают мед сами. У людей есть пчелы. Это называется как? Пасека – место, где живут пчелы. А человек, который разводит пчел – это пчеловод. Пчеловод, пасека, новые слова. Да, запоминай, пригодятся. Вера, а что мы будем делать завтра? Завтра? Завтра я хочу пойти на речку. Тут рядом есть речка. На речку? Купаться? Да, купаться и просто гулять. В деревне летом все ходят на речку. Это нормально. Отлично. Я тоже хочу на речку. А еще я хочу посмотреть деревню. Погулять по деревне. Хорошая идея. Погуляем по деревне, посмотрим на дома, на сады, на огороды. На огороды? Что такое огород? Огород – это место, где люди выращивают овощи, помидоры, огурцы, картошку. В русской деревне у каждого дома есть огород. А как маленькая ферма? Ну, типа того, только маленькая, для семьи. Русские люди очень любят свой огород. Есть даже поговорка: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. О, поговорка. Что она значит? Она значит, без работы ничего не получишь. Нужно трудиться. И в огороде нужно много работать, чтобы вырастить овощи. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Мне нравится, красиво звучит. Да, русские поговорки очень красивые. Вера, а можно я спрошу тебя кое-что? Конечно, спрашивай. Я заметил одну вещь. Ты сказала «большой старый деревянный дом». Потом ты сказала «в большом старом деревянном доме». Потом «у большого старого деревянного дома». Почему слова меняются? О, хороший вопрос. Это падежи, Антон. В русском языке слова меняют окончания. Это зависит от вопроса. От вопроса? Какого вопроса? Смотри, что это большой старый деревянный дом. Именительный падеж.
Что? Большой старый деревянный дом. Понял. А дальше? Чего или нет чего? Нет большого старого деревянного дома. Это родительный падеж. Видишь? Дом дома. Большой большого. Старый старого. Деревянный деревянного. Все изменилось. Дом стал дома, а большой стал большого. Да, именно. Слушай дальше. Чему мы идем к большому старому деревянному дому? Это дательный падеж. К большому старому деревянному дому. Тут дом стал дому. Да, молодец. А большой стал большому, старый старому, деревянный деревянному. Ладно, а еще? Что? Мы нашли большой старый деревянный дом. Это винительный падеж для неодушевленных предметов мужского рода. Он совпадает с именительным. То есть дом остается дом, и прилагательные тоже не меняются. Да, в этом случае большой старый деревянный дом, как в именительном. Но будь внимателен, это только для неодушевленных. Хорошо, запомню. А дальше? Чем или с чем мы любуемся большим старым деревянным домом? Это творительный падеж. Большим старым деревянным домом. Тут дом стал домом. Точно. А прилагательные большим, старым, деревянным. А последний? О чем или где? Мы рассказываем о большом, старым, деревянном доме. Или мы живем в большом, старом, деревянном доме. Это предложный падеж. О большом старом деревянном доме. Дом стал доме. А прилагательные большом старом деревянном? Да, ты все правильно понял. Молодец. Подожди, давай я повторю все сразу. Можно? Конечно. Давай. Именительный. Что? Это большой старый деревянный дом. Верно. Родительный. Чего? Рядом нет большого старого деревянного дома. Отлично. Дательный. Чему? Мы идем к большому старому деревянному дому. Правильно. Винительный. Что? Мы видим большой старый деревянный дом. Да. Творительный. Чем? Мы любуемся большим старым деревянным домом. Супер. Предложный. О чем? Мы мечтаем о большом старом деревянном доме. Или мы живем в большом старом деревянном доме. Браво, Антон. Все правильно. Видишь, не так уж и сложно. Ну, несложно, когда ты объясняешь, но запомнить все окончания – это нужно время. Конечно, нужно время и практика. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Помнишь? Помню. Ладно,
Буду практиковаться. А теперь давай еще потренируемся. Я буду спрашивать, а ты отвечай. Хорошо? Давай. Где мы живем? Мы живем в большом старом деревянном доме. К чему мы идем? Мы идем к большому старому деревянному дому. Чем ты любуешься? Я любуюсь большим старым деревянным дому. Чего тут нет? Тут нет большого старого деревянного дома. Ну, в смысле, например, на другой улице. Хорошо. А о чем ты расскажешь друзьям? Я расскажу друзьям о большом старом деревянном доме. Отлично. Ты быстро учишься. Спасибо. А знаешь что? Мне тут нравится. В этой деревне, в этом доме. Тут спокойно, тихо, свежий воздух, вкусная еда. Мне тоже нравится. Это совсем другая жизнь. Спокойная, простая, но очень приятная. Вера, а давай завтра пойдем к соседям. Скажем спасибо за хлеб, молоко и мед. И возьмем что-нибудь в подарок. Отличная идея. В России так принято. Когда идешь в гости, нужно брать что-нибудь с собой. Подарок или угощение. А что мы возьмем? У нас ничего нет. Правда. Но, может, купим что-нибудь в местном магазине? А тут есть магазин? Конечно. В каждой деревне есть магазин. Маленький, но есть. Его иногда называют сельпо, но это старое слово. Сейчас обычно просто говорят магазин. Сельпо – смешное слово. Да, старое. Еще с советских времен осталось. Но в маленьких деревнях иногда можно услышать. Ладно, завтра сходим в магазин, купим что-нибудь и пойдем к соседям. В гости. К большому старому деревянному дому? Нет, подожди. Соседи живут в другом доме. Да, соседи живут рядом с нашим большим старым деревянным домом. Рядом с большим старым деревянным домом. Видишь, я опять использовал падеж. Да, и правильно. Творительный рядом с чем? Рядом с большим старым деревянным домом. Молодец. Вера, уже темнеет. Смотри, небо розовое. Да, закат. Какой красивый закат в деревне. В городе такого не увидишь. Правда. Тут звезды, наверное, тоже видно. Конечно, в деревне нет городского света, поэтому звезды видно очень хорошо. Здорово. Давай вечером выйдем и посмотрим на звезды. Давай, это будет замечательно. А сейчас я хочу попить чаю. Давай заварим чай. Давай. Я видела на кухне чайник и заварку. И еще знаешь что? Что? В деревне чай пьют с медом. Помнишь, у нас есть мед от соседей? Чай с медом. Вкусно. А в городе обычно пьют чай с сахаром, да? Кто как. Но в деревне часто пьют с медом или с вареньем. Варенье – это как джем, только домашний. Варенье? А из чего его делают? Из ягод, из фруктов. Малиновое варенье, клубничное варенье, вишневое варенье. Бабушки в деревне делают варенье каждое лето. Малиновое варенье. Это из малины? Да, малина – это ягода.
А малиновое варенье – это варенье из малины. В России малиновое варенье – это еще и лекарство. Лекарство? Как это? Когда человек болеет, простудился, ему дают горячий чай с малиновым вареньем. Это народное средство. Все бабушки так лечат. Интересно. Чай с малиновым вареньем – лекарство. Я запомню. В России говорят, где чай, там и рай. Это значит, где есть чай, там хорошо. Чай – это уют и тепло. Где чай, там и рай. Красиво. Мне нравится. Ну что, пойдем пить чай? Пойдем. Вера, подожди. Я хочу еще раз посмотреть на наш дом. Снаружи. Хорошо, пойдем. Вот он. Наш большой, старый, деревянный дом. С синим забором. С голубыми наличниками. С настоящей русской печкой внутри. Да, мы будем жить в этом большом старом деревянном доме. Мне тут очень нравится. И мне. Знаешь, я думал, будет трудно. А тут хорошо. Спокойно. Люди добрые. Да, в деревне люди другие, более открытые, более теплые. Более теплые, в смысле добрые? Да, теплые – это значит добрые, душевные. Русские люди душевные. Это очень хорошее русское слово. Душевный. Душевный. Красивое слово. Как от души? Да, от души это значит искренне, от сердца. Когда русский человек что-то делает от души, это значит, он делает это с любовью, искренне. Мне нравится. Соседи оставили нам еду. От души. Точно, от души. Ну что, Вера, первый день в деревне. Мы нашли наш дом. Поели вкусный хлеб с медом. Выучили падежи. Что еще нужно? Чай. Нам нужен чай. Пойдем уже. Пойдем. В наш большой, старый, деревянный дом. Пить чай с медом. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, а без чая не начнешь вечера. Это ты сама придумала? Да, Ну, неплохо. Для начала. спасибо. Ладно, идем. Завтра у нас много дел. Речка, магазин, соседи, огороды И падежи. и падежи. Всегда падежи.